Гороскоп смерти по знаку зодиака. В нашей культуре слишком серьезное отношение к смерти и всему, что с ней связано. Мы боимся не только умирать, но и думать, говорить и слушать о старухе с косой. Может, пора взглянуть смерти в глаза и сказать ей, чтобы особо не торопилась. У нас еще дел по горло. И бояться ее больше не будем. Пусть ждет своего часа, пока мы наслаждаемся жизнью. Самые любопытные, конечно, могут заглянуть в наш гороскоп о своей смерти по знаку зодиака, но особо впечатляться не стоит. Хотя, знать о слабых местах собственной жизни не помешает никому. Овен. Астрологи называют вас наиболее травмоопасным знаком зодиака. Страдалицей чаще всего оказывается голова. Но она сама виновата. Заносит вас в самые экстремальные виды спорта, подбивает на авантюрные приключения и бесшабашное поведение. Мужчины часто находят свою смерть в пьяных драках, криминальных разборках или в лихачестве на автомобилях. В любом случае вы скучно не умрете. Скорее всего, вам на голову упадет не банальный кирпич, а самолет или метеорит. А вашим последним словом станет короткое, но емкое «Вау». Телец. Звезды наделили вас крепким здоровьем, но вы при этом умудрились занять почетное второе место среди знаков зодиака, которые проживают самую короткую жизнь. Виной тому ваше неумение болеть. Вы наглядный пример того, как болеть нельзя. Доктора в вашем понимании шарлатаны, а их лечение – прямой и быстрый путь на кладбище. Но умрете вы не от болезни или неправильного лечения, а от жадности. Вас раньше срока скосят мысли о неблагодарных родственниках, которым после вашей смерти достанется ваше имущество, нажитое вами непосильным трудом. Близнецы. Когда бы вы ни умирали, в 90 или 100 лет, вам все равно будет казаться рановато. И дожить до такого почтенного возраста вы имеете все шансы, хоть и здоровьем обладаете не самым крепким. Жизнь в вас теплится долго благодаря неуемной любви к ней и желанию взять от нее и то, что она давать категорически не желает. Уймите свой пыл, иначе она быстрее отдаст вас смерти через ваше самое слабое место, несчастные случаи. Если же будете осмотрительны, то умрете в глубокой старости, а смерть вас застанет в объятиях молодой любовницы или любовника. Рак. Люди редко умирают от меланхолии и ипохондрии, но вы как раз тот самый случай. Вы свои похороны будете медленно, но уверенно приближать, убеждая всех, что жить вредно и крайне опасно. Готовиться к похоронам вы тоже начнете заранее. А как же? Должно быть все не хуже, чем у людей. Ваши дети, как только подрастут и начнут соображать, будут знать на зубок, в какой одежде вас хоронить, какую прощальную речь толкать и кого звать на поминки. Но несмотря на такую тщательную подготовку, умирать рано вам нисколько не хочется. Но очень хочется услышать, что вас любят, и смерти не отдадут. Лев. Вы не желаете признавать, что можете умереть в дряблой старости от того, что организм просто износился. Скучно как-то. Куда веселее уйти из жизни, героически спасая кого-нибудь, например, кошку из пожара, женщину из-под поезда, или, на худой конец, разбиться с нераскрывшимся парашютом. Но нет, не быть вам героем. У вас больше шансов покинуть этот бренный мир через постыдный геморрой. О такой причине смерти миру не похвастаешься, и в мемуарах не напишешь. Так что, если хотите, умирая, прославиться, берегите здоровье, и планируйте свой смертный подвиг ближе к 100-летнему юбилею. Дева. Вы единственный знак из зодиакального круга, который не согласен с законами мироздания. Потому что умирать один раз как-то недостаточно трагично. Так и быть, у вас, как у кошки, 9 жизней, и вам посчастливится умирать по меньшей мере трижды. Но вы благополучно выживете и после показушной попытки самоубийства, и после нападения маньяка, который потом будет сам уносить ноги, и после еще череды опасных опасностей. А умрете в старости, лет так в 80, когда измотаете жизнь всем родственникам своим каким-то слишком подозрительно выгодным для вас маразмом. Весы. Вы верите в загробную жизнь, поэтому без тщательной подготовки отправляться в царство мертвых не собираетесь.
но и с жизнью прощаться раньше времени не намерены. Начиная где-то с пенсионного возраста будете активно заниматься своим здоровьем, творить добро, ходить в церковь, отпускать себе грехи, а параллельно обивать пороги всех поликлиник, чтобы врачи вам подтвердили, что еще рано заказывать батюшку для последнего исповедования. Своей приставучестью вы достанете всех, и они с облегчением вздохнут, когда умирать вас увезут в палату номер 6. Скорпион. Свою смерть вы постоянно ищете сами. Мало того, что вы очень травмоопасный знак, и всегда оказываетесь там, где аварии, пожары, взрывы, так еще и к болезням относитесь крайне безответственно. Врачам вы не доверяете, а вот к знахаркам и гадалкам захаживаете. Возможно, это потому, что они хорошие проводники в мир иной. Бросьте эту затею. Не дразните смерть, она и сама к вам пожалует, но где-то между 60 и 90 годами. Заберет вас во сне или, как вы и мечтаете, уйдете к Богу, пожертвовав себя другим при жизни, либо уже после смерти, отдав свои органы на благотворительность. Стрелец. Вам неведом страх смерти. Вы, конечно, осознаете, что ваша любовь к приключениям, авантюрам и бесшабашному образу жизни часто несовместима с жизнью. Но и пусть. Вы уверены, что в жизни важно количество счастья, а не дней. Поэтому редкому стрельцу удается дожить до 50 лет. У вас есть шансы встретить старость, если к 50 годам завяжете с экстремальными приключениями, будете сбавлять скорость на дорогах и вторую половину жизни посвятите буддизму, ну или хотя бы выращиванию кроликов. Козерог. Ваш пессимизм и ожидания неминуемых неприятностей до добра не доведут. А до смерти – запросто. Но даже у смерти нет таких фантазий по поводу болезней, которые могут ее накликать, как у вас. Вы же уже на себя примерили и злокачественную опухоль, и порок сердца, и даже новомодный коронавирус. Не помогает, жизнь вас не покидает. Скончаетесь вы не от экзотической болезни, а от банальных человеческих пороков, пристрастию к вредной еде, алкоголю, курению или наркотиков. Так что, скучно точно не умрете. Водолей. Вы торопитесь жить, потому что жизнь штука опасная и коварная, никогда не знаешь, когда она оборвется на самом интересном месте. Но вместо того, чтобы наслаждаться жизнью на полную грудь, вы коротаете время в тревогах и мучительных гаданиях, каким же способом вас заберет смерть. Ведь опасности подстерегают на каждом шагу. То кирпич на голову, то пьяный водитель, то испорченная колбаса. Жить некогда, надо продумать и исключить все риски. И вот тут-то от такого напряжения ваше сердце сдастся и остановится. Вот тогда и наступит долгожданное спокойствие. Рыбы. В эту жизнь вы приходите, чтобы провести ее в косяке, состоящем из многочисленных родственников, друзей, друзей ваших друзей, соседей, коллег и еще Бог знает каких людей, которые не позволят вам чувствовать свое горькое одиночество. Это ваш самый смертельный страх, от которого вы можете умереть в любой момент, потому что человек даже в самой большой толпе близких людей всегда остается одиноким. Если в молодости сможете благополучно пережить приступы одиночества, то умрете от старости во сне и в окружении многочисленного потомства. Спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся на канал.